Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. Я очень люблю сдобную выпечку и все, что с ней связано. Поэтому сегодня хочу с вами поделиться рецептом просто самым лучшим американских синнабон. Тесто получается невероятно воздушное в сочетании с нежной вкусной помадкой. Этот рецепт покорил миллионы сердец. Уверена, что и ваше сердечко будет в их числе. Обязательно сохраняйте рецепт и давайте приготовим. Для начала теплое молоко наливаем в глубокую миску. Добавляем сухие дрожжи, сахарный песок. Я добавляю в 2 этапа, вы можете добавить все сразу. Яйца и щепотку соли для баланса вкуса. Обязательно полную гранулировку я оставлю под видео в описании. Все смешиваем до однородности венчиком и дадим буквально 15 минут активироваться дрожжам, чтобы образовалась пенка в теплом месте под закрытой крышкой. Если спустя время у вас пенка не образовалась, значит дрожжи у вас уже, к сожалению, негодны, поэтому я вам рекомендую начать заново замешивать тесто, дабы не испортить все остальные ингредиенты и продукты. Поэтому, когда пенка образовалась, смешиваем снова до однородности и добавляем поэтапно пшеничную муку. У меня высшего сорта, обязательно просеиваю через сито и добавляю муку поэтапно. Я не ввожу никогда ее все сразу, чтобы не забить тесто мукой. Тесто нам нужно будет вымешивать буквально 10-15 минут. Если у вас есть планетарный миксер, можете воспользоваться им. Если у вас его нет, то нужно вымесить хорошенько руками, потому что чем лучше вы вымесите тесто, тем лучше у вас получится результат выпечки в конечном итоге. Подпыляем стол немного пшеничной мукой, выкладываем тесто, распластываем его и добавляем мягкое сливочное масло комнатной температуры, либо размягченное. Если масло у вас холодное, вы можете немного подтопить его короткими импульсами в микроволновке, но до такой текстуры, чтобы у вас сохранилось молочко. Не добавляйте горячее масло, иначе вы ошпарите дрожжи и тесто. И по итогу у вас выпечка не получится. Хорошо втираем масло в тесто 10-15 минут. Я показываю вам практически полный процесс замеса теста, чтобы вы видели, как оно выглядит на каких этапах. Сперва тесто расслаивается на фракции, но по итогу, как вы будете вымешивать его 10-15 минут, вы будете видеть, что оно прекрасно собирается в комочек и практически не прилипает к рукам. В конце замеса сверху немного смазываем растительным маслом тесто, скатываем его в шар, также смазываем немного растительным маслом миску, куда будем выкладывать тесто для расстойки, и отправляем его на расстойку на 1 час в теплое место под закрытой крышкой, либо пленочкой накрываем. Тем временем, пока у нас будет подходить тесто, подготовим начинку. Для начинки нам понадобится коричневый сахар, тростниковый сахар, корица и ванильный сахар. Ванильный сахар можете добавить по желанию, но если у вас ее нет, ничего страшного. Достаточно и этих ингредиентов, потому что и так получается начинка очень ароматная и очень вкусная. Но ванильный сахар я добавляю по желанию, потому что он придает большего аромата. И все, начинка у нас уже готова. К этому моменту тесто у нас уже тоже подошло, поэтому будем делать обминочку. В первый раз обминаем через 30 минут, тесто уже увеличилось, делаем обминочку и снова отправляем еще на 30 минут. Спустя время, когда тесто уже хорошо подошло, немного смазываю руки растительным маслом и выкладываю на стол тесто. Также стол немного смазываю растительным маслом, так будет лучше и легче скручивать тесто в рулет. Распластываем тесто в прямоугольный пласт, обязательно размер укажу под видео в описании, и смазываем мягким размягченным сливочным маслом. Немного отступаем от краев, обязательно оставляем хотя бы 3 см от края, чтобы нам было легче защипывать. Смазываем сливочным маслом пласт ровным слоем, посыпаем начинкой и начинаем скручивать в рулет. Готовится этот рецепт очень легко и просто, главное соблюдать гранулировку и соблюдать последовательность. Скручиваем аккуратно, не слишком сильно нажимаем на тесто, но и так, чтобы у нас максимально не было никаких пустот. Когда уже мы скрутили, в самом конце защипываем все края вот таким вот образом и выравниваем рулет. Я также подготовила форму для выпекания, смазываю сливочным маслом, также дно и края, когда у нас булочки будут подниматься, что в конечном итоге после выпекания они легко отходили от формы и ничего не прилипло. Также поверх теста я сделала отметки
нам нужно будет разделить их на 8 частей. Ниточкой аккуратно продеваем снизу под тесто и резким движением прорезаем. Я советую все-таки лучше прорезать ниткой, потому что я пробовала разрезать ножом, к сожалению, нож сминал синнабоны, и рисунок получался не столь четким, как получается именно с помощью нитки. Поэтому делайте все это очень легко. Посмотрите, какие красивые синнабоны получаются в разрезе. И делайте все это буквально за пару минут. Выкладываем синнабоны на расстоянии немного друг от друга в форме, так как при расстойке и при выпекании они еще увеличатся в объеме. В данной форме у меня помещается ровно 8 синнабон. В этом рецепте вы, конечно же, можете готовить синнабоны по отдельности, в квадратной форме, либо в круглой, либо в прямоугольной. В любом случае получатся они очень красивые. И накрываем сейчас сверху пленкой и легким полотенцем и отправляем в теплое место еще на 30-40 минут хорошо расстояться. Они должны увеличиться в размере, и после мы их будем отправлять в духовку. Спустя время, посмотрите, как у нас синнабоны расстоялись прекрасно. Отправляем их выпекаться в духовку при 180 градусов на 25-30 минут. Тем временем подготовим помадку, холодные сливки, творожный сыр. У меня сыр маскарпоне, вы можете добавить любой другой. И добавляем сахарную пудру. Также пропускаю через сито, потому что сахарная пудра она может комкаться. И для того, чтобы не было никаких излишек, чтобы максимально получилась нежная помадка, пропускаю через сито. Смешиваем все до однородности, до вот такой текстуры. Помадка у нас готова. К тому моменту также подошли синнабоны. Сверху должна образоваться хрустящая корочка. Уже стоит невероятный аромат на кухне. И спустя 30 минут, как у меня выпекались синнабоны, пока они горячие, смазываем их помадкой и отправляю уже в выключенную духовку еще на 5-8 минут, чтобы они хорошо пропитались. Также смазываю все кисточкой, либо распределяем шпателем. Отправляем в духовку. Спустя время синнабоны у меня готовы. Я дала им немного остыть. Прорезаем вот таким вот образом лопаточкой. Она буквально тонет в них. Они получаются невероятно воздушные, очень нежные. Для того, чтобы вы их по-настоящему оценили, вам нужно их обязательно приготовить. Этот рецепт получится абсолютно у всех. Итак, дорогие друзья, если вам понравился мой рецепт и видео, обязательно тяните пальчики вверх, оставляйте реакции в комментариях, пишите, что бы вы хотели со мной еще приготовить, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход нового видео. Здесь вас ждет все самое вкусное, полезное и интересное. А я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале. Пока-пока!